Привет, друзья! Вы на канале «Путешествие вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы находимся в агломерации Сочи. А именно я покажу в этом ролике вам Адлер, Сочи и курортный городок. Здравствуйте, Юля! Вы приехали вкусно путешествовать? Я вас поздравляю! Вы попали в нужное место. С приехалом! Вот, вокзал симпатичный, современный, но неудобный из-за того, что многоуровневый. Друзья, ну вот что собой представляет курортный городок. Еще в недавнем будущем, в 1965 году, здесь были болота. Кстати, вот можете посмотреть часть болотца, и моя подруга говорит, что здесь всегда вот так вот влажно. Вообще на этой всей территории были болота, и Абхазия была в болотах, и вся вот эта вот сочинская 160-километровая протяженность были в болотах. Но если в Абхазии принц Ольденбургский осушил их благодаря высадке эвкалиптов, то здесь что сделали? 55 гектаров территории тоже каким-то образом осушили и стали развивать курортное движение. И первые 4 отеля на первой линии это был Фрегат, Коралл, Дельфин, Весна. Кстати, вот тоже видны эвкалипты бесстыжие, которые с себя сбрасывают кору. Сразу чувствуется запах. Ну, на веник тут не насобираешь для бани. Вот эти деревья осушают болото, то есть они много воды потребляют, и получается чудесный воздух, и болотца убирают. Вот. Построили эти отели и стали постепенно развивать эту территорию. И буквально через несколько лет это превратилось все в одну из самых знаменитых здравниц и курортов тогда СССР, сейчас Российской Федерации. Что еще может здесь быть интересного? Во-первых, здесь везде, смотрите, лежат собачьи отдыхайки, бомжики. Лежат, им тепло, хорошо. Неважно то, что там чуть-чуть покрапывает дождик. Он вполне такой, знаете, свежий, добавляет свежести. Хоть и не очень тепло, но градусов, наверное, 15 сейчас в конце апреля. При этом, несмотря на то, что прогнозируют там 80-90% дождей, здесь может в любой момент все это уйти, и будет солнечно и замечательно. Поэтому, если там пишут какие-то дожди, не пугайтесь, приезжайте. Корпус коралла. Коралл. У тебя хорошая указка. Да, указка. Дельфин. И мы сейчас пойдем в Фрегат. Но он сейчас не Фрегат, а Фригейт. Фригейт. Да, Фригейт. И тут, соответственно, получается пляж Коралл, пляж Известия, пляж Дельфин и пляж Фрегат. Пойдем посмотрим, как эти пляжи выглядят. Еще пока вне сезон. Но вас здесь ждут. Вообще здесь гуляешь, когда очень много таких, знаете, парковых зон, и ты как будто бы все равно находишься в ботаническом саду. Выходим на променадную зону, которая идет параллельно железной дороге и параллельно пляжу. Ну, как обычно на курортах. Вот я даже знаю, кому можно подарить футболку душнила. Гонконгские вафли. Интересно. Не помню я в Гонконге вафли. Смотрите, вот такая миленькая субтропотропическая территория. Пальмы. Так, и что же у нас тут мангалят? Ну да, цены очень такие доступные. Смотрите, какая овощная красота. Прям рататуй. Нажарили картошечка, свининка. И мидии, смотрите. А мидии чилийские только, да? А черноморских нет? Их выгодно брать, они мелкие. Да что вы. Мяско не то. Выгоднее из Чили привезти. А сейчас у нас апрель. Пришли вы, да. Апреле можно есть мидии, потому что есть буква «Р» в названии месяца. Друзья, вот так называемый фрегат, который сейчас называется Фригейт, свободные ворота. Чем он знаменит? Здесь открытый большой бассейн, свой концертный зал. Выкупили его за 1 600 000 000 и вот сделали такую реновацию и внутри, и снаружи. Совершенно чудесные номера. Вот на картинках видно. Куда мы вряд ли попадем. Но вот посмотрите, как это все выглядит. Бассейны с барами. Гостиничный комплекс премиум-класса в центре курортной жизни. Никого нет, все вас ждут. Друзья, возможно, кто-то был здесь раньше, когда еще было до реновации. Посмотрите, как сделали, какая красота. Все в стекле, балкончики прозрачные со столиками, со стуликами. Можно сидеть, дышать вот этим вот целебным воздухом, потому что это очень полезно. Столько хвойных, и когда солнце
Это все полезно для дыхательных путей. Чудесное место, я считаю. Уникальное по своей географической широте и доступности. Это все очень-очень доступно. И вот буквально мы чуть-чуть прошли, мы находимся все так же напротив фригейта. У каждого из отелей, вот этих вот 4 основоположников курортного движения в курортном городке, есть свои парковые зоны с белочками, с растениями. Можно гулять, дышать лечебным воздухом. Вон белка, кстати. Вот она по кипарису. Ой, ты малышка какая красивая, любопытная, красавица. Общительная. А ты хочешь на меня прыгнуть, что ли? Ой, ты какая красавица. И как близко подпускает она. Потому что ее кормят. Она любит отдыхающих. Ой, хвост пушистый. Чудо. Ой, лапочка. Ну давай, иди ко мне. Иди. Иди. Ой. Представляете, какой сладкий запах ходит от этих кустов. Это что-то волшебное. Хотя в наших широтах тоже уже начинает зацветать. Груша там у меня на даче зацвела, и сирень скоро подоспеет. Друзья, а еще вот из интересных фактов, свой творческий путь здесь начинал недавно нас покинувший известный архитектор Зураб Церетели. И здесь 2 объекта находятся в курортном городке. Это вот бассейн, к которому мы подходим, и у Коралла, санатория Коралла, можете тоже посмотреть, сходить. Но вот это все великолепие. Вообще много остановок в Абхазии от Церетели осталось. Конечно, они в таком заброшенном достаточно состоянии. Но вот здесь посмотрите, какая красота. Кое-где мозаика поотпадала, но все равно это выглядит очень впечатляюще. А здесь детки, что ли, летом купаются? Или как это все? Ага. Очень прикольно. Да, вот кое-где поотпадали. Это такие кусочки. Как будто бы пластик, что ли. Стеклышки. Возможно. Еще здесь дальше продолжение вот этих вот скульптурных мозаичных историй. Да, их, по идее, бы, конечно, подреставрировать. Ну, может быть, найдется деньги у меценатов или у города, и они это все восстановят. Потому что это все-таки наследие. Вот посмотрите, какие пальмы. Говорят, что их в прошлом году посадили, откуда-то привезли, наверное. А может быть, здесь выращивают. А вот здесь я живу. И вы тоже можете здесь также побывать. Вот один из пляжей, пляж Пирс. Смотрите, такой аккуратный вход идет под железной дорогой. И мы сейчас пройдем, покажем немножечко дождливого моря. И здесь очень много разных едалин, фудкорты. Правда, не все еще открыто, но готовится. Фонтанная композиция пока не работает, но у нас целое море воды в море. Целое море воды в море. Посмотрим, как идет вот этот вот путь до моря под железной дорогой. Вот она. Инструктаж по технике безопасности. Как выплывать, когда тебя течение увлекает. Шезлонг 600 рублей, бунгало 6 рублей в день, качель 200 рублей в час. И такие бунгало будут сдаваться 1000 рублей в час. Там есть холодильник, столик, диванчики. Вот, можно укрыться от солнца и купаться. А перед вами кто-то будет за 200 рублей в час сидеть на качелях кататься. Вот такие курортные инфраструктуры нынче. И в отличие от Адлера, здесь галечный пляж. Вы слышали, как галька шумит? Ой, как это умиротворяет слух. Видите, дождь идет, водичка немножко мутноватая. А воздух морем сразу йод в воздухе витает. И так это все полезно. Говорят, что хотят убрать железную дорогу отсюда. Наверное, это будет в 30-е годы уже. Потому что, представляете, какие нужно провести работы, чтобы перенести железную дорогу, которая идет вдоль моря. С другой стороны, когда ты едешь на поезде, это, наоборот, добавляет уже таких околокурортных отдыхательных впечатлений, а не если бы ты там в тоннеле ехал, например. Ну, поживем, увидим. Ну, вот так вот льет. Так что будем выжидать момент.
Приехали, пойдем в бассейн посмотрим. Пойдем в бассейн посмотрим. Он прямо здесь у нас, видите? Вот. Подогреваемый? Да, он подогреваемый. Так, ну вот цены у нас есть, видите? Взрослый 1000 рублей. Для всех или кто здесь живет? Нет, Для всех, для всех. А есть еще ночное купание, 1000 ре. Ну вот сам бассейн, закрыт он. Ну что, шикарно. А, вот шезлонги, да, деревянные. Да, на втором этаже тоже солярий есть. Солярий-то зачем? Загорать? Солярий в смысле открыт? Да, да, да. А, я думала, Нет, нет, нет. заранее, да, на сезон заниматься? Да, 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 конечно, все блокировать. Тебе повезло, сейчас не сезон. Кафе, кстати. Да, здесь завтраки, пирожные, кофейня. Прекрасно. Да, и вот здесь прям рядом океанариум есть. Да, прям сразу. Хоп-она! И до моря 5 минут. Вот прям через океанариум выходишь к перекрестку, большой супермаркет, ну все знают, чуть правее. И а все, пляж там море. Пирс. Другая тачка стоит. Все, садимся, Да. да, верно. Ну что, заселяемся. Заселяемся. Продолжаем заселяться. Продолжаем. Это какой-то Версач. Я тебе говорю, Версачи Пелос. Даже вас, видите, встречают вас с орхидеей. Где Мария Антуанетта? Как где? Вот она приехала. Кстати, вот это вниз, это вот как раз Там спа. Вот это да. Мишурум-бурум. Слушай, ну Нас- ты меня удивила, конечно. Настоящий сочинский шик. 3500 в сутки. Вот Видал тут залет? пол. Я думала, что меня уже ничем нельзя удивить. Ну что, как у тебя? Меня пока я не понимаю, куда я попала. Там наверху все скромнее. Это не Сочи, может быть, это какой-нибудь Дубай? вечный город. Дубай, Дубай. В Дубае я никогда не была, там тоже так все Дорого, богато. Ну, это Бурдж Аль-Араб. Может только посоревноваться, наверное, с нашей короной. Как гостиничный номер. Небольшая. картина. Холодильник, Да, кладос большой. плитка, Даже готовить можно. Посуда. посуда. Ой, смотрите, там и сковородочки, кастрюлечки. Так, душевуха. Слушай, ну нормально, все чисто. Стиралка даже есть маленькая. Полноценная квартира, да, небольших габаритов, но ты на курорте с видом на море, в центре событий. Дешевле, чем в Сочи, либо Конечно, в Адлере, Мелитинке. Мелитинг, ну, естественно, и красный курортные городочек. городочек. И еще у вас даже будет свой таз. Ура! Как бонус. Слушайте, вид на море какой, а? У нас вот нету с нашего. Нет, почему у нас все видно? Подожди, Так, вы вот же, а мы да? вот в этом доме, да. Желтенько. Да. Да, шикарно. Спасибо за подгон. Да, ну мы как бы знаем этот дом, поэтому и знаем, что вид хороший. Ну, квартира там, надо. Если я сюда буду приезжать, то только здесь. Когда в доме нет воды, вот службы приезжают, привозят. Ну, это, конечно, не очень удобно. Мы, в общем, продолжаем праздновать Пасху. Да. Так что у нас такая интересная какая-то ванильная водка скандинавская. Даже не знаю. Французская. Юлька, а? Водку не пила, а сама все знает, чья это водка. А сейчас Юльку будем угощать хе. Это корейское хе, она его никогда не ела. Интересно будет, как оно ей зайдет. Да, надо искать здесь. Да, вещи. хе – это прекрасная закуска. Несмотря на то, что никто не имеет против оливок, грибочков, да? Опят это, хотя похоже на рыжики по цвету. Но вот это, конечно, вот Это вещь. это вот. Те, кто жил в Средней Азии, за вот этот кусок душу могут продать. Друзья, на канале «Путешествуй вкусно» всегда найдешь вкусных друзей, Да, есть вкусные решения Есть такие люди. и какие-то фирменные штуки, которые они готовят. И вот сейчас будем пробовать хе из Из карпа. Да. Это корейское национальное блюдо. Можно даже сказать, что больше северокорейское. Потому что южнокорейцев мы его не видим. Ну чё, Это восторг. Но мне кажется, это не совсем правильно. Острое должно быть. Правильно должно быть вот так вот. О! Ваше здоровье. Это точно. Какая трезвая мысль. Мысль. Поддерживаем. Это прекрасная закуска. Давайте. В общем, ребят, за встречу. Прекрасно. Приезжайте в курортный городок. И путешествуйте вкусно вместе с Юлей. С Юленькой, с нашим Юльком. Да, путешествуйте вкусно. И с вашим, конечно. Ой, как вкусно пахнет. Как будто бы десерт. Да? Можно закусывать. Да, да, да. Прям наслаждаться вот каждой капелькой. Но скажи, как это приготовлено? Есть предположение?
вообще вот на пару, вареная, жареная, пареная. Мне кажется, это сырая в маринаде. Ай, молодец. Десятка, тебе, пятерка. Пятерка с плюсом. Ну так, это же гуру. Да. Она всё Юлька знает. молодец. Разобралась сходу. Я люблю все, что связано с сырой рыбой. Да ты что, сашими все вот эти. Севиче перуанское, канилау филиппинское, хе корейское, тартар, скорее всего, средиземноморская кухня, сугудай, ну и, безусловно, это сашими, суши, все, что связано с японской кухней. Ну вот видишь, как хорошо. В каждой стране есть свое вот это направление Да, сырой рыбы. Да. Ну что, Андрей Павлович, показывай нам, что тут у меня с 7 утра воял. Да, встал практически. Ну вот, результат. На лицо. Поросят. Красота, очень тяжелая. О, килограмма 4. Юля, как тебе, нормалек? Прекрасно. Просто прекрасно, да. Я сейчас, конечно, их хорошо есть пылу жару, потому что они должны быть сочные. Когда ты кусаешь, должен сок течь не по губам, а на тарелку. Гостеприимные Андрей и Мика приготовили манты. Манты. Так как Манты. манты. Хотя, если смотрят нас в Татарстане, они скажут, нет, манты, да. А в Узбекистане говорят манты. Ну, в общем, А так как вы уроженцы Ташкента, да, мы средние. вы знаете, что это такое. Мы сейчас попробуем. Так как я люблю все, что касается теста и мяса. Ой, какие инновации. А то Андрей. Валберес, Юль, прости, я не приготовил перчик, вот жареный, очень хорошо сюда, и соевый соус. Ну, Мига говорит... Слушай, не я надо человек никаких белорусский, соусов. мне нужна сметана. Ты сначала ее раскуси вот так, а потом... А потом сметану накладывай. Ну, туда вот. Горячо. Рекомендую вот ее как хинкаль чуть приподнять, чуть накусить, очень сока попить, он там должен быть. А потом уже можно будет попробовать чистый вкус. Пока. Нет, вот это. Горячо. Горячо. Вот. Отлично. Так, Ждем. есть невозможно. Как прям с хинкалькой. Ой, слушайте, Ну-ка. я человек белорусский. Мясо, тесто восхитительное. Лук. Если бы знали, мы тебе ханому сделали с картошкой. Комментарии. Дайте послушать профессионала. Она же искушенная. А мясо-то сколько, слушайте, ребят. Это домашний. Не, ну вкусно, просто скажи. Вот удались или старайтесь больше, ребята. Вот мне просят не ругаться матом. Но мне кажется, Ну, тут не ругаемся же, а восхищаемся. мне кажется, русская словесность без мата, она не совсем словесность. Поэтому это Удались. ваше здоровье. Спасибо Благодарю. большое, это очень хорошо сказала. Значит, у меня есть вопрос к исполнителю. Почему одни такой залепки, а вот другие вот такой залепки? В чем здесь секрет? Все очень просто. Вот эти квадратники лепила оператор, наша Микочка любимая. Ага. А это лепил я. А, то есть это чисто вот Это чтобы инь, отличалось, что... инь и янь. Не, на самом деле, это вот старая лепка, которую я лепила. Андрюшка уже по-модному лепит мантышки. А, то есть это Да, это модные. Ничего. Модная старые новые технологии Да, лепки. Ничего да. модного. Это все ТЦ «Мандарин». Да? То есть это не один какой-то комплекс, а это прям Именно вот такое. прогулочный Арбат и по разным сторонам разные забегаловки. Рестораны, вернее. Какие инновации! Неужели и мы живем в 21 веке? Смотрите, различные закусочки есть. Салаты, том-ям и борщик с сальцем, с лучком. Просто вообще пачка ближе. Наливаете, наверное, да? Заливаем. Конечно. Заливаем. А какие у вас мидичьи? Смотрите, мидии наши. Черноморские? Очень вкусные. Очень вкусные. У меня сестра с Москвы приезжала, она съела 3 порции мидии с горгонзолой. Говорит, такого нет в Москве. Мидии, если поострее, в том-яме, в белом вине. Мидии вкуснейшие. Закуски к пиву. Так вкусно рассказываете. Селочек топака вот, с корочкой зажаренной. Ребрышки барбекю с любым гарниром. Пасты, рыбка. Барабулька наша фирменная. Да вы Черноморская. что? Черноморская. А хамса есть? Хамса нет. Хамса нет. Хинкали есть. 3 штучки к порции.
помимо того, что с любым мясом, так мы еще делаем и с сыром, и с креветкой. Вот, бургеры тоже вкуснейшие, большие порции. Любой шашлык, и корешечку мы делаем, баранину, и свиная шея, и говяжий шашлык. Колбаскам, кстати, к нашим фирменным мы предлагаем бокал пива в подарок, просто комплимент. Вы что? Вот, девочки, Аттракцион невиданной щедрости. помимо хачапури классического, у нас хачапури. есть хачапури с креветкой. Креветка. Креветкой, да, Вау, фирменный, черный. из черного теста, представляете? Шикарос. Вот. Поэтому, а что по бару? По бару у нас и пиво фирменное, Ага. фильтрованное, нефильтрованное. Что у нас потом? Настоечки наши, лимончелло. Очень, кстати, очень доброжелательные люди. И даже не за деньги, а просто Ну, кстати, сегодня встретила двух мужчин с обезьянами, не подходите. с мартышками. Никогда к ним не подходите. Фотография 500 рублей. Короче, он мне мартышку кинул, она мне полезла рукой в шрам. Что, кошмар, Юля, после операции. Так, азиатская кухня. Про хинкали. В общем, чего тут только нет. Сыроварня. Да, Новиковская. Медийное место. Да, идем к морю. Ой, ресторан «Рыбка». Ну-ка посмотрим, что тут дает. Так, устрицы 410, ежи 410. Вечер из Сочи. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Поужинать желаете? Ну, Пока изучаем. Осматриваемся. Так, вы блогеры, не блогеры, как у вас? Да. Блогеры. Канал «Путешествие вкусно». Опа, здрасте. Здрасте. Сейчас мы находимся в Сочи, Адлерский район, город Адлер. Вы у подножия ресторана «Рыбка». Один из лучших ресторанов в тематике морепродуктов. Классная, спокойная, тихая атмосфера при свечах. Да вы что? А романтика. Да, поэтому, если желаете, welcome. Сейчас мы до моря прогуляемся, пока не ливануло. И приятного аппетита. Сразу женихи набежали. Кстати, девушки, если вы хотите женихов, здесь их валом. Женихи вот так вот, раз, два, три находятся. Только улыбайся и разговаривай. Те самые мидии. Интересно. Интересно, они все-таки вот те, которые мы видели здесь с сочинских ферм. Есть местные на выбор. Да, место потрясающее. Если вы живете в Адлере или в курортном городке, обязательно к посещению. Обязательно. Модючий мандарин пляж. Здесь берете кабану, платите за нее такие серьезные деньги. Серьезно, это Ну, долларов там 100 с чем-то. Да ты что? Да, ну, Ну это будто... это вход депозит. Да, это вход депозит. И вы на этот депозит вы здесь и обедаете, и заказываете себе все, что вы хотите. Ну ты эти деньги не просто отдаешь никуда, ты ими Да, да, ты ими пользуешься. Но ты должен их использовать. Я очень люблю, когда идет буйство природы. Посмотрите на это небо. И сейчас мы посмотрим, как оно сочетается с морем черным. Слушай, очень крутое место. И прям даже начинается дилемма, где же все-таки остановиться. В курортке или в Адлере, или, как он сейчас Сириус называется. В том-то и прелесть наших курортов, что здесь можно жить мега круто лакшери, и можно жить бюджетно, но при этом достойно. Как всегда, я повторяю, у вас одно море, одно небо, один воздух, одно солнце, одни заведения. А как вы будете спать ночью? Какая разница? В шелках или же просто пришли и рухнули, да. Вот так прибывают люди в Сочи, покупая билеты по ссылке Aviasales. Будет в описании. В общем, мое мнение, что нужно отдавать все под федеральное значение и наводить порядок, потому что много, конечно, как Мика говорит, ахалай-махалай застройки. Вот, нужно все-таки приводить это так, чтобы мы не ездили куда-то, не ввозили деньги из страны, а оставляли здесь все нам, потому что это наше офигенное достояние. Самые северные субтропики в мире. И вот, несмотря на то, что сейчас прохладно, 16 градусов, где-то, может быть, 15. Городские сумасшедшие. Как и везде. Ничего не сделаешь. И никуда нам не деться от этого. А мы идем в сторону пляжа Чайки по набережной, вот вдоль, так сказать, набережной, посмотреть, что же такое пляж Чайка, и посмотреть, какие там заведения, где можно вкусно провести время.
Видом на море. С видом на море, безусловно. Потому что самое главное приехать на море, это чтобы видеть его. Понятно, что купаться, можно поморжевать. В принципе, уже кто готов к этому. Мне достаточно смотреть на море. Это очень умиротворяет, успокаивает и делает тебя счастливее и немножко лучше. Вы же помните вот эту вот, я не знаю, притча или это придуманная история про Кафку, когда он встретил девочку, которая потеряла куклу, и он ей принес другую куклу и писал ей письма. И когда она сказала, это не та кукла, он сказал, это та кукла. Она просто путешествовала и изменилась. Поэтому путешествия меняют вас, они вас обогащают, расширяют ваш кругозор. Вы никогда не станете прежними. Даже вот сейчас, вот этот мой маленький мини-трип на выходные на этих территориях, они меня... Блин, посмотри, какой бассейн. Это что-то новое, да, сделали? В Кипарисах. Есть люди, которые обязательно им нужен бассейн. Хотя я все-таки предпочитаю море. Блин, как круто. Посмотрите, Breaking Bad бар. Те, кто любит этот сериал, а я его поклонница в том числе. Вот так сделано прикольно. И не надо даже ехать в Альбукерке. Вообще сейчас в Сочи и Красная Поляна тоже входит в это понимание и понятие. Очень много крутых гастромест, очень много крутых шефов приезжает. Вот я, например, в Кемерово познакомилась с молодым человеком, который там работал на такси, но он сам повар. И вот он на сезон поедет работать сюда и мечтает дальше учиться, развиваться, потому что сейчас я много где была в мире, но именно в России гастро невероятный бум. И с локальными продуктами, и не с локальными продуктами. И с фьюжн разные кухни перемешивают. Очень у нас круто, ребята, очень. На самом деле, сколько нужно той еды? Нужно ее немножечко, чтобы насладиться и попасть в гедонистические свои впечатления. Гуляешь, вот бабах, у тебя выход к морю. Пойдем посмотрим, как водичка, потрогаем. Кстати, актуальная тема с мазутом. Я только что вернулась из Анапы. Там закрыли все пляжи. И очень неоднозначная ситуация, потому что где-то попадается мазут. А, например, где я живу, на Крутом берегу, там нет мазута. То есть можно спокойно приезжать. Очень демократичные цены. Никто ничего не поднимает в этом году. Мне кажется, ситуация отчасти драматизирована. Да, и, скорее всего, сейчас там пойдет передел вот этих пляжных всех историй. Ну что, пойду водичку попробую. Ой, вода вполне комфортная, можно... Блин, ну я все, намочилась. Посмотрите, здесь галька, а там идет такой, как будто бы черный вулканический песок. То есть здесь будет очень хороший вход. И очень комфортно будет купаться. Да, вот с этой стороны есть волнорезы и какие-то пирсовые истории, сооружения. А здесь, в принципе, все свободно. И вы практически как на Карибах, когда там есть, по-моему... Нет, есть на Карибах остров, когда самолеты заходят через пляж, и, в принципе, здесь такой же эффект наблюдается. В каждом кусочке что-то есть такое, знаете, прикольное. Даже вот эти подсвечивающие фонтаны. Я представляю, что здесь будет лето, наверное, дети будут вылезать отсюда. В общем, очень сложный выбор, в какое заведение пойти. Идем в грузинское Батоно. Вот, посмотрим, удастся ли попасть. Если нет, пойдем в какие-нибудь морепродукты. Да, что-то, может, новое найдем. А вот и он, знаменитый Батоно. Вывеска в виде квеври. Сейчас пойдем пробовать. По пути лежит вот такой вот чипованный Батоно. Малыш, сладкий. Очень миленький ресторан с живой музыкой. Удивительно, что мы сюда попали. Мика говорит, что здесь всегда занято. Так, друзья, нашу поляну накрыли в прекрасном Батоно. Значит, у нас абрау дюрсо. Что-то мы решили по праздничному. По брюту 1300 рублей. 700 рублей. Фирменный Батоно хачапури. 290 рублей мамалыга с сыром.
солянка по-грузински, хали, долма. Ваше здоровье. Эй! Ваше здоровье. Ребята, приезжайте в Сочи. Так, ну что, давай начну с мамалыги. Давай мамалыгу пробуй. Я ее отговаривала как могла. Ребята, ну как могла отговаривала. Очень пресная, невкусная каша. Я думала, что сыр будет уже там расплавленным. Я думала, оно будет уже с сыром, все тянущее. С сыром как? С сыром в прикуску вкусно. Но интересно, какие из них с вишней и мягким сыром, а какие с бараниной и с зеленью? Не знаю, давайте я попробую. Вот это вишня, да? А, ну вот я пробую с вишней. Слушайте, как вареники с вишней. С вишней и с творогом, сладкие, вкусные. Кали, да, надо держать как рюмочку. Вот рюмочку. Да. Вишня сладкая. Попробую солянку. О, это для меня очень важно. Да? Слушайте, солянка это прям как будто тушеное мясо, не как суп, как они еще называют острые, как в ролике про Кутаиси. Топчик. Знаете, такое очень пряное, острое. Очень хорошо, что здесь есть чили. И очень много мяса. Мясо, одно сплошное мясо, Да, говядина, мясо. кинза, соус, вот этот вот. Натуральные помидоры. Меня, кстати, Андрюха готовит солянку вкусную. Грузинскую тоже. Слушайте, я очень люблю голубцы, и очень люблю долма в разных исполнениях. Кстати, здесь много долма. Там не 4 штучки, не 5, а прям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 долма. И долмушечек. Попробую, что за соус. Или просто сметана. Сметана с чесночком. Вау. Слушайте, наверное, одни из вкуснейших, которые я долма пробовала. Это не сетевой ресторан? Нет, не сеть. Да именно вот они одни только здесь. Поэтому, если быть в Сочи, и музыка, и весело, и недорого, и вкусно, и вкусно, и потанцевать, и музыку послушать, и поесть. А вот хали со шпинатом. Бомбиссимо? Вообще, на самом деле, грузинская кухня очень сытная. Много мяса, много орехов. Очень яркая. Поэтому все любят грузинскую кухню. И кинза, да, вот то, что я люблю, именно эту зелень с годами, это мой фаворит. За грузинскую кухню? Прекрасно просто. Да. За гостеприимный Сочи Да. и всю эту агломерацию. Да. Ваше здоровье. Чудесно посидели, вот еще с собой забрали все, что недоедено. Смотрите, какая уже вечерняя красота. Немножко свежо, огни большого или не очень города. Чудеснейшие пальмы. Ощущение, как будто бы ты за границей, хорошей за границей. А это не за границей, это наша родина, сынок. Такая прекрасная, многообразная. В общем, в этом месте сосредоточено все гастромногообразие не то что России, а мира. Поэтому вы, когда приедете сюда, вы можете всем насладиться в моменте, в месте. Вот местечко Хитрый Шпрот. Что это такое? С коврами. Пожалуйста, армянская кухня, грузинская. То есть вы приедете сюда, и все есть вместе. Это очень круто.